На закрепленном динамометре подвешен легкий блок, весом которого можно пренебречь. Через блок перекинута нить, к концам которой подвешены два груза по 2,4 ньютона каждый. На один из них кладут перегрузок 0,1 ньютона. Каковы показания динамометра во время движения груза? Как известно о том, что у нас есть два груза, которые подвешены через блок 2,4 ньютона. И есть перегрузок. Нужно определить силу, которую покажет динамометр во время движения этих грузов, когда будет лежать перегруз. Итак, есть динамометр, на котором подвешен к блоку, и на этот блок через нить висят два груза. Каждый из них весом по 2,4 ньютона. Когда система находится в равновесии, когда перегруза еще нет, каждый из этих грузов находится в равновесии и не движется, натяжение Т нити с двух сторон будет равно весу каждой из этих грузов, потому что грузы находятся в покое. В данном случае можно сказать, что Т равно П, каждая из них. А сила, которая держит блок на F, будет равна двум этим силам Т. F равно 2Т. Для того, чтобы уравновесить эти две силы, натяжение нити. Нить натянута во всей своей структуре одинаково. И здесь натяжение нити одинаково. Когда сюда не вложили еще перегруз, так легко посчитать, какая будет сила, которая будет действовать на блок. F равно просто 2 умножить на 2,4 ньютона. Это будет 4,8 ньютона. Но когда перегрузок P1, происходит движение в эту сторону. Почему в эту сторону? Потому что получается, что P плюс P1 будет больше, чем сила натяжения. И разница этих сил, разница веса и натяжения нити, даст силу, которая будет создавать ускорение для вот этой системы Т. С правой стороны что получается? С этой стороны получается так, что если это движется вниз, это будет двигаться вверх. Сила натяжения нити здесь будет больше, чем вес. И разница этих сил даст, что даст? Даст силу, которая будет вызывать ускорение этого тела. Для правой части мы можем записать такое значение, что Т отнять P, здесь P будет равно M, что множится на А. M – это масса груза. Массу груза мы определяем как P равно mg, отсюда масса равно P делить на g. Это касается правой части. Давайте после того, как мы положили перегрузок сюда, объединим эти веса вместе, потому что они лежат друг на друге. Определим как P2 равно P плюс P1. Разница P2 минус T будет создавать силу, которая будет вызывать ускорение именно вот этой части. Можно написать следующее, что P2 минус T будет равно массе этих сил. Можем сказать так, P2 разделить на G и умножить на А. P2 у нас для того, чтобы определить, чему будет равна масса двух, поделить на G. Есть система двух уравнений, А неизвестно, и T неизвестно, можно определить какое-то из этих неизвестных значений. Давайте M сразу тоже поменяем на P, что делится на G и умножим на А. Еще раз перепишем эти уравнения. Получается T отнять P будет равно P, что делится на G и умножить на А. Это масса вот этого тела. Вторая P2 – это общий вес перегруза и груза P2 отнять T будет равна P2 делить на G умножиться на А. P2 – это масса двух этих тел. Нам что здесь нужно узнать? Нам нужно узнать натяжение. Поэтому можно, конечно, сработать по стандартному методу. Сначала определить А, подставить его сюда. Но давайте сделаем по-другому. Первое уравнение разделим на второе. Это у нас первое уравнение, это второе уравнение. И тогда, если мы разделим, у нас сократится А. Левую часть от первого уравнения делим на левую часть второго уравнения. T минус P делить на P2 минус T равно правую часть первого уравнения, P, что делится на G, умножено на А, делим на правую часть второго уравнения, на P2, что делится на G, умножится на А. Давайте это перепишем без многоэтажных дробей. Здесь G пойдет вниз, а PA остается сверху. P, что множится на А, остается сверху, а G идет вниз. Здесь P2, что множится на а G пойдет в числитель. Итак, посмотрите, сократилось здесь А и G сократилось. Мы получили такое уравнение, что T минус P делить на P2 минус T и равно P, что делится на P2. Теперь будем освобождаться от знаменателей. Общий знаменатель P, что множится на вот эту скобку, сюда пойдет P2, добавочный множитель сюда пойдет P2 минус T. Либо, как говорит навкрест, перемножим, это будет то же самое. Переписываем T минус P, что множится на P2, равно P2 минус T, что множится на P. Открываем скобки, перемножим. Здесь будет T, что множится на P2, минус P, что множится на P2, равно P, что множится на P2, минус T, что множится на P. Переносим T сюда, мы же ищем здесь T, силу натяжения, поэтому T остается здесь, что множится на P2. Здесь будет плюс T, что множится на P. Равно, это переносим в левую часть. Получается P, что множится на P2, вот это осталось, и плюс P, что множится на P2. Что мы здесь можем сделать? Здесь объединяем. Здесь выносим. T выносим за скобки. Здесь у нас будет P2 плюс P равно 2P, что множится на P2.
Отсюда t равно 2p, что множится на p2 и делится на p2 плюс p. Теперь не забываем, что p2 это плюс p1. Подставим эти значения, напишем t равно скобочки 2, что множится на p, а p2 это p плюс p1. А внизу p2 это p плюс p1 плюс p равно, еще раз запишем 2p. Здесь p плюс p1 делится на 2p плюс p1. Теперь можем подставлять сюда значения, которые нам заданы. Реально получается здесь ньютоны внизу, здесь ньютоны квадраты. Значит, 1 сократится, получится t просто в ньютонах. Итак, 2, что множится на p. p это 2,4 ньютона. Множится на сумму, множится на 2,5 ньютонов. Делится 2p. Это будет 4,8 ньютона плюс 0,1 ньютона. Равно 2, что множится на 2,4 ньютона, множится на 2,5 ньютонов, делится на 4,9 ньютона. 1 ньютон сократим, получаем приблизительно, если мы разделим это все, 2,449 ньютонов. Это одно t, а f же у нас равно 2t. f в этом случае равно 2t. Нужно написать, что это будет 2,45 ньютонов. 2t будет 2 умножить на 2,45 ньютонов равно 4,9 ньютона. Обратите внимание, что когда мы не ложили груз, у нас было 7 ньютонов, а когда положили груз и система пошла в движение, получилось, что f равно 4,9 ньютона.